Друзья, всем привет! Очень частая проблема в деревне– это скачки напряжения. Когда мы купили дом, я сразу понял, что здесь с напряжением не все так хорошо, как хотелось бы. И проблема в том, что оно, как правило, повышенное напряжение. Как известно, при повышенном напряжении не вся бытовая техника выдерживает, особенно такой уязвимый прибор, как холодильник, просто-напросто может выйти из строя. Вот. Единственный выход– это купить стабилизатор. Стабилизаторы разные. Самые дешевые– это релейные. Но кто, в принципе, интересовался этой темой, наверное, знает и без меня. Но у релейных стабилизаторов есть проблема, они недолговечные. Эти так называемые реле, которые часто срабатывают, и вот в этих местах замыкания реле, где очень часто все искрит, перетирается, перегорает, и они, как правило, через какое-то время выходят из строя. Вот. Я решил купить что-то между релейным и следующей ступенью в стабилизаторах это электронный стабилизатор. Есть такой стабилизатор гибридный. То есть в нем есть и реле, и электронные семисторы. То есть часть нагрузки он пропускает через реле. Вот. И дабы это все не искрило, оставшаяся часть нагрузки проходит через семистр. Вот такой вот стабилизатор. Уже установил его. Холодильник новый, было бы очень обидно, если бы он сгорел. Работает хорошо, морозит хорошо. Очень довольны. Микроволновка тоже новая, поэтому для новой техники стабилизатор обязательно. Вот мы с вами видим входная нагрузка 247 вольт. Нажимаю кнопочку. То есть стабилизатор у нас опустил эту нагрузку до 228 вольт. Еще раз нажимаем. Это у нас показывается частота герц, 50 герц. И температура 36 градусов, это внутри стабилизатора. Если температура достигает 60 градусов, то срабатывают вентиляторы охлаждения. Сейчас я вам покажу их. Вот они, два вентилятора. Ну, запускаешь стабилизатор, когда только подключаешь, нажав автомат. Эти вентиляторы автоматически срабатывают, то есть несколько секунд, они там 5 секунд, 5-7 секунд работают, потом отключаются. Ну, это, видимо, такой контроль работы. Вот. Ну, вот я поставил его несколько часов назад. Никаких щелчков, ничего шумного я от него не слышал. Что меня очень радует, потому что еще в чем причина, почему я решил поставить именно такой стабилизатор. Гибридный. Потому что если бы я поставил релейный, который щелкает постоянно, а так как у меня это находится все внутри дома, в маленькой комнате, я думаю, этот релейный бы стабилизатор мне не дал покоя. Вот, поэтому вот такой вот выбор. Поставил я самостоятельно. Хотел вызвать электрика, так как автоматы там были опечатаны вместе с планкой. Там такая защитная планка стоит. Чтобы добраться до всех этих проводов, нужно ее снять. Они были опечатаны пломбой вместе с автоматами обтянуты. Вот, поэтому, думаю, придется вызвать электрика, заплатить денег за установку. Но оказалось все намного проще. Я сделал заявку на снятие пломбы. То есть они записали, что я снял пломбу с их разрешения. И потом, когда у них будет время, ну и скорее всего в следующем году, они приедут, просто мне заново пломбируют эту планочку вместе с автоматами, да. Также здесь опечатан счетчик. Вот. В чем принцип? Нужно ставить стабилизатор после счетчика, да, так как стабилизатор тоже берет
некое количество электроэнергии. Вот, если вы поставите до счетчика, то работа стабилизатора не будет учтена, что является нарушением и могут оштрафовать. Вот. Проблема, к сожалению, наших деревень, у кого-то дач, в том, что вот эти скачки напряжения, у них диапазон достаточно большой, то есть может быть от 110 там, до 280, 290. Но 280, 290, насколько я знаю, холодильник сразу сгорает. Вот, поэтому у меня здесь как-то было меньше 200, видимо, потому что лампочки, вот один раз за лето, лампочки очень тускло горели, даже светодиодные. Вот, светодиодные даже жужжать начали. И как бы я принял решение, что в любом случае стабилизатор нужен, потому что у всех соседей здесь стоят стабилизаторы. Вот напротив, там 2 дома, там баба Валя живет, которая 83 года, у нее как-то сгорел холодильник без стабилизатора, потом рядом дом, там дядя Коля живет, у него тоже там в свое время сгорел холодильник без стабилизатора. Вот у них у всех стоят стабилизаторы. Вот, сейчас в деревне поставили вроде бы как новый щиток, ну я его видел, да, то есть несколько лет назад, говорят. До этого там стоял какой-то старый, чуть ли там не деревянный, там, в общем, старый советский. Там, то есть, скакало, говорят, от 110 там, до 290. Но это прям сразу, моментально бытовая техника сгорает. Поэтому, ну, считаю, что буду спокоен и доволен. Так как на выходе минимум 220, видите, он обеспечивает. То есть 228, 229. Вот выше 229 он не поднимался. Вот. Но показывает он здесь правдивые значения, не так как в Ресанте. В Ресанте здесь просто там табло монохромное, горит 220 будто бы на выходе, и там значения входящего, они там варьируются. Если почитать отзывы, многие пишут, они замеряли, на самом деле на выходе у него не 220, у него тоже там варьируется, он может там 218, 225. Вот здесь все-таки он правдивый. Ну и вот эта надпись True, по-моему, RMS, да, подтверждает, что он здесь показывает правдивые значения. Это специальная система, видите, даже 230 поднялся. Поэтому все это дело скачет. Все, кому было полезно. В установке ничего сложного не было. Вот, я никакой не электрик, электрикой никогда не занимался. Точно так же, как и вы, могу заглянуть в интернет. Я так и сделал. Заглянул в интернет, посмотрел, как все это устанавливается, не побоялся. Установил сам. Получил с первого раза, слава богу, ничего не перепутал. Вот, включил и очень доволен. Все, на этом пока. Всем спасибо. До новых встреч.